История города Акко – это хитросплетенный клубок из разных цивилизаций, народов и культур. Но, пожалуй, самые яркие события из более чем 50-вековой жизни города происходили здесь во времена крестовых походов. И сегодня мы отправляемся в путешествие по Средневековью, в эпоху благородных рыцарей, сражавшихся за веру и святую землю, монашеских орденов, простых паломников и алчных купцов, в старый город Акко. Упоминание об Акко можно обнаружить даже в Библии. Здесь кто только не побывал, вся человеческая цивилизация. Можно, конечно, вспомнить и финикийцев, родоначальников современного алфавита. Можно вспомнить греков. Александр Македонский захватывает город просто сходу. Следом за ним, спустя некоторое время, сюда приходит Юлий Цезарь и также высаживается на берегах Акко. До города Акко доходила граница Великой Армении, империи, построенной Тиграном Великим. Но самое главное, из-за чего Акко приобретает статус всемирного наследия ЮНЕСКО, это, конечно же, период Средневековья. Крестоносцы, мамлюки, арабы, Салахаддин – все эти имена просто золотыми буквами вписаны в историю города. Крепость была построена военным монашеским орденом госпитальеров и великолепно оснащена сетью подземных ходов и коммуникаций. В подземельях, конечно, немножечко жутковато. Да, это подземелье было построено рыцарями для перехода внутри самой крепости, выхода на улицу. И, честно говоря, такое ощущение, что сейчас какой-то рыцарь может выйти нам навстречу. Члены ордена не только защищали святую землю с мечом в руке, но и заботились о паломниках, предоставляя им приют и оказывая духовную поддержку. Под мощными сводами крепости, вдали от сражений, скрипели перья песцов, создававших манускрипты, украшенные цветными миниатюрами. Такие залихватские миниатюры. Можно сказать, перед нами образец средневековых комиксов, потому как большинство населения было безграмотным, и поэтому, чтобы понять, о чем было написано в книге, рисовали эти великолепнейшие миниатюры. В Средневековье здесь процветала наука и ремесла. Одним из самых прибыльных бизнесов, которыми занимались крестоносцы в мирное время, не грабя караваны, это было производство некого белого кристаллического вещества, которое они добывали из растений. Вещество это вызывает легкую эйфорию при употреблении и быстрое привыкание. И как ты думаешь, что это? Ну, мысли у меня, конечно, самые тревожные, но мне почему-то кажется, что это сахар. Действительно, это был обычный сахар, секрет производства которого крестоносцы узнали здесь, на Ближнем Востоке. Однако производство сахара вызвало и другие проблемы. Издревле здесь, на Ближнем Востоке, в качестве подсластителя пользовались финиковым медом. И для того, чтобы продвинуть сахар на рынке, крестоносцы просто вырубают финиковые плантации. Ну вот такой средневековый маркетинг бессмысленный и беспощадный. Величественные арки-крипты подземной части церкви Иоанна Крестителя, святого покровителя ордена, словно машины времени переносят на многие века назад. И порой даже кажется, что под землей оживают призраки древнего монастыря. Здравствуйте, а вы кто? Разумеется, я не монах, я реконструктор, и сейчас мы с вами стоим в крипте церкви, посвященной Иоанну Крестителю в квартале госпитальеров. А здесь находится могила великого магистра. Как можно понять, что это именно магистр? Вообще, что здесь написано? Разобрать эти письмена достаточно сложно. Любой человек, если присмотрится к этой надписи, то сможет разглядеть несколько слов. К примеру, магистр или слово госпиталь, слово земля, терра и даже слово аминь с французской лилией. После векового сумрака арочных сводов монастыря-крепости внутренний дворик, окруженный высокими стенами, радует глаз солнечным светом. И здесь есть вот замечательная лестница, по которой великий магистр мог даже на лошади подняться в свои покои, а с левой стороны здесь располагались общежития для самих монахов. Прекрасно сохранившиеся залы крепости потрясают своим архитектурным совершенством и акустикой. И несмотря на массивные каменные стены, здесь царит непередаваемое ощущение легкости. Наверное, самый великолепный зал во всей крепости Акко. И этот зал монахи использовали как столовую, рефекториум. Надо сказать, что диета рыцарей, диета монахов в мирное время была достаточно скудной. Мясо они видели раз в неделю. В основном они питались кашами, овощами, фруктами. Но самым интересным в этом зале является, конечно, не это, а его невероятная архитектура. Здесь мы видим сочетание двух разных стилей. Это тяжелый романский стиль и очень легкая воздушная готика.
Можно сказать, без преувеличения, что, наверное, это первая готика не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. В Акко жили не только госпитальеры. Неподалеку от их крепости, прямо на берегу моря, стояли мощные стены цитадели другого, не менее знаменитого рыцарского ордена. Вот эта спокойная вода, это же наверняка не бассейн, это же наверняка что-то совершенно другое. Конечно, это все, что осталось от огромного величественного замка рыцарей-тамплиеров, тех самых, которые обосновались некогда в Иерусалиме. Ходит городская легенда, что где-то под этими камнями, скрытыми водой, есть вход в подземное хранилище, где тамплиеры спрятали свои богатства и, возможно, даже знаменитую чашу Грааля. Непростые взаимоотношения между самими христианами, усиление влияния мусульманских государств Востока, постоянные войны и ослабление религиозного рвения европейских владык привели к тому, что Иерусалимское королевство было не в силах более противостоять вызовам нового времени. И в конце XIII века яркая звезда легендарного Сен-Жан-д'Акра погасла. С тех пор началась уже другая история Акко. Акко арабского, турецкого периода. А в 1799 году под этими стенами расположился своим лагерем знаменитый Наполеон Бонапарт. А вот об этом мы поговорим с тобой обязательно в следующий раз. С нетерпением жду новой встречи.